Ну, нам хорошо, нам спокойно. То, что мои дети пережили, это страшно, это дико, это вообще это отвратительно. Грязь за забором, бойтесь. Ты пришел без синяков, никто тебе не поверит и не придет. Мы всех защищаем, понимаешь? А нас никто не может защищать. Это он? Да, что делать? Может, мы выйдем? Там кто-то идет. Он оставил тачку, на ЛПЛ идет. Вова, скажи, пожалуйста, ты стоишь у Живинки? Да. Там на парковке стоит такая черная тачка с выключенными фарами. И сидит парень, постоянно пиздит по телефону. Он до сих пор там сидит? Это две тачки, одна белая тачка. Нет, черная. Это он? Заключим. Нет, Не, это не он. Не-не-не-не, это мы тут смотрим человека. Просто мы тут не проедем. Он, возможно, пошел сюда. У нас есть домофон, он оборудован видеофоном. Слушаю, кто? Я слушаю вас. Угу. И мы можем таким образом увидеть, кто звонит, и сделать выбор, открывать нам дверь или не открывать. Вот. Здесь же находится тревожная кнопка. Если в ситуации опасности женщины могут, нажав на нее, через 1,5, максимум 3 минуты прибывает охрана. Прежде всего мы подписываем соглашение о неразглашении адреса. Очень важно, чтобы женщина могла идентифицировать себя как пострадавшую. Для этого она должна обладать информацией, должна знать о том, чем отличается домашнее насилие от конфликта в семье. Иногда, когда уже начинается физическое насилие или когда страдать начинают дети, тогда женщины обращаются за помощью к нам. Когда мы беседуем с ней по телефону, мы ей рассказываем об этой цикличности насилия, она может себя идентифицировать. Тогда, как пострадавший, мы можем сказать, что в следующий раз, если вы сейчас не можете заселиться, вы можете подготовиться, и для этого нужно будет иметь с собой, возможно, необходимые документы, возможно, собрать какие-то вещи, такой тревожный чемоданчик, который можно даже хранить где-то у соседей или у родственников. Или, если это опасно, можно бежать прямо вот в тапочках, в халате. И у нас здесь есть какие-то вещи, какие-то продукты, которые позволят женщине, ну вот, мы можем ее принять в любом виде, в любом состоянии. Мне очень нравится здесь по сравнению, видишь, как у меня там все. Мы дежурим здесь по очереди все, уважаем друг друга. И я не хочу сказать, что прям сдруживаемся, как у меня есть подруги вне. Там мы встречаемся, у нас общие интересы, все. Но поддерживаем добросердечные такие хорошие отношения между собой. Мама, сейчас можешь спускаться. Тише, тише. Ну-ка, я первая пойду проверю. Давай. А вот там, да, так. Маму тебе дать? Игоречка, подходи. Ребята. Ты сегодня кто? Я сегодня мама. Кого-то от тебя. А ты сегодня кто? Иду. Все. Я сегодня женщина в красном. Думаете, это так просто? А потом еще дождинки. Не забудь вас Мама всегда готова.
получается, что я была против того, что мы постоянно убегали из дома. Я хотела только рисовать. Я буквально тявкалась с мамой. Мы дрались как кошка с собакой. Я не могла ее нормально поддержать, потому что не поняла, насколько ей тяжело, так как я смотрела только на то, что хочу рисовать. Ну, нам хорошо, нам спокойно. Реально, нам сегодня спокойно. Мне надо быть сильной, мне надо быть спокойной. Я это понимаю. А на самом деле хочется реветь, как белуга. Потому что то, что мои дети пережили, это страшно, это дико, это вообще это отвратительно. Это судьба детям. То есть он просит право общения со Стефаном только. Рустам его вообще не интересует. Я прошу ограничения. Согласно нашего законодательства, навряд ли. Потому что папа должен налаживать контакт с ребенком. Ну так думает государство. То, что папа сделал, это не знаю. Реально все, вот кто знает там, мою историю, они реально говорят, что да, по тебе надо писать книгу. Реально ее можно было написать. Я пыталась как-то дневник вести, для того, чтобы потом можно было это все вспомнить. Потому что сегодня, конечно же, какие-то моменты ты не помнишь. А именно тогда, вот вчера я вспомнила про то, как мы баррикадировались, допустим, в комнате со Стефаном. Ставили табуретку, подставляли, чтобы он не мог с той стороны открыть ручку. Или как мы меняли замки сами с Викой. Господи, это тоже был такой прикол. Когда ты понимаешь, что у тебя дом, это девочка, и тебе надо что-то в нем делать. Думаю, что сейчас будет школа. Вторая школа, в которой мы учимся. Гимназия, в которую все дети ходили. И Березка. Вот она, вот эта школа. А здесь территориальный центр. Мы жили у них в кризисной комнате в феврале месяце. — 8 декабря он пришел к нам домой, сказал, что ему негде жить. 9 декабря он мне позвал меня вниз, сказал: ответь мне на 4 вопроса, от этого зависит жизнь 4 людей. Я это расценила как угрозу, потому что считать я умею очень быстро. Вот, я вызвала милицию, его забрали. Ну, чисто девичья. Вика увлекается, вон, лошади везде. Ну, а тут получается, вон моя теплица, огород, все тут. Теплица, там урожай так и ставит. И у меня на сегодняшний момент, что мальчишки видят, можно творить все, что хочешь. И ничего за это не будет. Вот он реально год вытворяет все, что он хочет. Вот ему делать нечего. А не пойти ли мне выкатить иск? А не придумать ли мне, что Рустам у меня 50 рублей украл? А не пойти ли мне разбить окно и сказать, что это разбил Рустам? Так, вот не щурюсь. Русташкин, выходи. Мы здесь, да, здесь. Заседание является открытым. Мы будем слушать гражданское дело по Шнукевич Марине Викторовне об определении порядка воспитания ребенка, отдельно проживающего родителя, и по встречному иску Шнукевич Марины Викторовны об ограничении права общения с несовершеннолетним лицом. Дело будет слушаться судом в составе председательствующего судьи Стриж при секретаре Шеврик. Секретарь, пожалуйста, доложите явку.
Я просто увидела мужчину, который подходит к нашим воротам, он еще глянул на окно, вверх, но я ничего дальше не услышала, не увидела, решила, что я накручу панику. Потом ко мне пришла Алина, и сказала, что у нас такая вещь произошла. Вот я спустилась вниз, мы вышли с Олей, и там действительно следы мужчины, и да, он так примерно и шел. А в чем мужчина был одет вообще? Шапка и темная куртка. А шапка какая? Тоже темная. Какая такая? У тебя есть с собой шапка? Типа такой шапки? А вы оденьте, я скажу. Да, вот типа такой шапки. Вот лицо, вот так вот. Здесь у нас живут женщины, пострадавшие от насилия. Здесь живет его бывшая жена. И вот он, когда узнал этот адрес... А вы здесь работаете? Я руководитель организации. И когда он узнал, что здесь находится этот адрес, у нас началось такое. Он сюда проник. В убежище 26-го он наведался. То есть это в первый раз, когда он сюда пришел? Первый раз он сюда пришел. Мы буквально должны на днях ставить камеры. У нас есть уже закупленные. И на доме тоже, наружное тоже, да. Нам надо просто завтра-послезавтра. Вас уведомят в течение 13 дней. У нас проверка 10 дней, плюс еще дня 4, пока письмо дойдет. Если не будете не согласны, можете к нам прийти обжаловать, там будет все объяснено, в общем-то, в письме. Если согласны, то хорошо. Значит, сделали то, что хотели вы. Заявление 26-го о том, что они вывозят детей на оздоровление во время каникул. Добрый вечер. Все в порядке в доме? Окей. Видели, как вырвали все? Ищи трындец. Одни провода торчат. Так вот, если ты хочешь поговорить о том, как вообще такое произошло и вообще, как нам теперь с этим быть и что с этим делать, мы думали всегда, что такое возможно. Все, что мы могли для этой ситуации предпринять, мы предприняли в виде письменных обязательств о неразглашении адреса, о процедурах безопасности, связанных и с такси, и с банковскими картами, е-доставкой, маршруты, предупреждали о слежке клиенток. То есть, если найдется агрессор, для которого принципиально важно будет найти дом, он это сделает. Это калитка. Нравится вам? Синяя шапка, черная. Так вот, прячьтесь за забором, бойтесь. Все, закончилась ваша деятельность. Не совсем правильно, так скажем. Я не знаю, ощущение, как то, что происходит с клиентками, когда они живут в ситуации насилия, и это чувство отчаяния, что ничего невозможно поделать, что ты никак не можешь на это повлиять, изменить, и ты живешь постоянно в страхе. И сейчас то же самое на самом деле происходит со всем убежищем, только на уровне организации. Ощущение, что мы одни, что никто не может помочь, и ты просто постоянно ждешь, что что-то произойдет. И только думаешь о том, что хоть бы ничего серьезного. Я же говорила, это угроза. Если вы отказываетесь, тогда не обижайтесь на других граждан. Это новогодние сюрпризы. Он что имеет в виду? Что я сегодня буду ночевать в этой тачке всю ночь. Потому что это новогодние сюрпризы. Капец. Я очень надеюсь, что это не газовый фейерверк будет в доме. Это он? Да. Что делаем? Может, мы выйдем?
вот что делаем. Что? Вот и он. А вот и поговорим. Это он? Да. Куда идем? Здрасте, здрасте. Видео снимаем? Конечно. Я здесь живу. Вы не живете здесь? Я здесь живу. Нет, вы здесь не живете. Я живу здесь. Мы знаем, что вы здесь не живете. И Я мы здесь знаем, живу уже кто давно. вы. Поэтому не волнуйтесь. Все будет нормально. Я иду к себе домой. Ну так давайте. А где вы проживаете? Рядышком. Адрес какой? Где А вы адрес кто какой? такие? Мы снимаем, как вы тут... Идите пытаетесь. гуляйте, я иду домой. Идите гуляйте. Идите гуляйте, я иду домой. Вы свободны. Я на работе. Да? А кем вы работаете? Я не обязана. Горбунова. Я иду домой. Алло. С нами все в порядке. Спасибо большое за чай. Вот, но мы тут пока это бдим, потому что к вам тут уже гости приходили. Вот, так что мы еще тут долго. Ты все видела? Ясно. Он патологически лжив, патологически, да. Олечка, и ты поищешь вот этих вот мастеров, которые будут устанавливать камеры. Угу. Да. Да. Это очень интересное историческое время. Закона нету, его мало того, что нету. Ладно бы его просто не существовало в пустоте и тишине. И это уже прямо политическое непринятие закона. Это сбор подписей против закона. Это постоянные материалы в СМИ. О Господи, как это все опасно и так далее и тому подобное. Это политическое непринятие закона, и параллельно идет такая реальная история, что происходит в Беларуси прямо сегодня ночью. Пишу. Окей, я занесла. Я вообще не пожалуйста. У нас тут сегодня камеры будут ставить, поэтому не обращайте внимания, что тут много людей. Хорошо? Да. Вот тут. Нет, ну главное, что нас никто не может защитить. Очень трудно, что нас никто не может защитить. Мы всех защищаем, понимаешь? А нас никто не может защитить. Грустно. Защитить. Это очень грустно. И страшно. Я даже не знаю, как нас эти камеры спасут. Мне кажется, камерам. Они научились этими камерами. Шапочку надели вот эту. А я начинаю не бояться, хотя я вообще не из робкого десятка. После всех этих записей, Оля, я вчера резко забралась. После того, да, как они мне заглядывали в лицо, как они преследуют нас, приходят, непонятно чего они ждут. Нельзя делать. Это все вы. У вас жена еще на вас заявление 2 раза писала. Она писала больше 300 заявлений на меня. Я ночью его видела за рулем автомобиля. Ну и она говорит то, что живет здесь его жена. Рядышком живу я здесь. У него это... Да. Сюда участковый Вы приедет. же с Бреста, как вы тут жить можете? Свяжитесь с участковым, потому что Так, он ты лжет тогда на тут каждом будешь, а я шагу. пойду. Ну пойдемте внутрь. Мужчина тут останется. Паша, открой дверь. Внутрь зайдем, все расскажем. Что нам делать? Он выломал нам... Заявление панель. вчера уже написали. Да, написали. Но... Факт проверки будет.
Мы сегодня ночью предотвратили 2 очередных что-то, что он запланировал. Это частная собственность. Ну, Конечно, вообще, да. конечно. Если он перелезет через забор, Так он выламывает так вы меня нам всё из двери. дослушайте меня. Это частный дом, частная собственность считается. Если он перелезет через забор, как я знаю, согласно 202 статье, проникновение в частную собственность. Территория частного дома. А как мы докажем? Задержали его, он перелез, задержали, вызвали милицию. Как мы его задержим? Ну что, ваш мужчин тут нет? Ну, вообще-то нет, одни женщины здесь живут. Ну тогда я не знаю. Скажите, а можно вас попросить сообщить нам, когда он выйдет из РОВД, когда вы его отпустите? Я ж не знаю, я ж не имею права об этом. А если это мы нарушение позвоним моего через час? контракта. Уже пакуйте. С другой стороны. Вова, ближе. Да. Насилие – это не норма, и этим пикетом мы говорим, что мы хотим, чтобы в Беларуси появился закон по противодействию домашнему насилию. И сейчас у нас будут проходить читки историй, реальных историй людей, которые с 2016 по 2018 год погибли от рук агрессоров, агрессорок. Ирина вместе с 9-летней дочерью ушла от мужа к матери. На крещение Валерий пригласил жену домой, пообещав передать денег для сына в армию. В доме муж снова стал унижать Ирину. Затем на глазах у дочери нанес ей 24 удара ножом. Ирина умерла от потери крови. Мужчина истязал Татьяну и однажды уже привлекался за это к ответственности. Во время одной из ссор пьяный муж напал на Татьяну и несколько раз ударил ее ножом. И после этого направился в сторону 22-летнего сына. Сын смог выхватить нож и несколько раз ударить им отца. Мужчина умер. Бил девочку ногами и руками, несколько раз бросил в тахту и в стену. Когда дочь потеряла сознание, мужчина вызвал скорую. Рита была доставлена в больницу без сознания с многочисленными повреждениями. Я не хочу, я говорю, 46 я замужем, я такого не знаю. Закон, как он будет выражаться? Чтобы сразу его приняли заявление в милиции и рассмотрели. Вот это правильно. А то, конечно, у нас пока ты пришел без синяков, никто тебе не поверит и не примет. Главное, что безнаказанность. Да. Вот если бы он за каждый его шаг давали ему в бок или куда пониже, так он бы остерегался даже по пьяни насильничать. А так он безнаказанный, его никто не наказывает. Милицию вызывает, милиция, это ваши домашние разборки. Что мы тут можем поделать?